Всем снова здравствуйте. Как всегда, мы в Египте на станции 5 квадратов. И сегодня у нас необычный, вернее, по сравнению с предыдущими обзорами, обзор слегка необычный. Сегодня мы говорим о кайте Core XR8, модель 23 года, который только-только появился на рынке. Соответственно, мы получили эти кайты на тесты. И вместе с Антоном Черкашиным, прорайдером Core Россия, у нас появилась возможность испробовать новый кайт, катнуть на нем. Антон там куда-то слетал в небеса. Я, правда, не сильно за этим всем наблюдал, потому что отсутствовал. Но, тем не менее, мы распакуем, расскажем и, как всегда, поделимся своим мнением по поводу того, что же Core приготовил нам на этот раз. Упаковка, рюкзак по сравнению с предыдущей версией изменений не претерпел. Тот же самый материал, цвета изменились. То есть это тот самый цвет, который будет и на ткани кайта. Ремкомплект стандартный, изменений не претерпел. Упаковка ничем не отличается, ничего нового нет. Сейчас мы откроем, разложим кайты и сравним, какие отличия появились в конструкции. Мы гении. С этой стороны XR7, а с этой стороны XR8. И мы можем их теперь сравнивать, прям сравнивать. Приступим. Первое и самое очевидное отличие, которое бросается в глаза прям при распаковке, значит, это, собственно говоря, разница в... клапан остался без изменений, но если на 7-й серии у нас была отдельно крышечка на отдельном своем шнурочке и отдельно спускной девайс, назовем его так, то здесь Core объединил это все на один шнурочек. И кармашек вот этот вот, в который убирался, собственно говоря, тот самый пресловутый спускной девайсик, он на XR7 отсутствует. По перепускным трубкам никаких отличий нет. То есть в зоне накачки изменилась только вот именно вот эта вот часть, что убрали кармашек и сделали спускной юнит и крышечку на одном шнурочке. Не знаю, кстати, насколько это будет хорошо или удобно. То есть, если раньше терялась или крышечка, или спускной юнит, то сейчас можно пролюбить оба девайса разом. Похоже на то. Ну, в целом, Core идет в сторону облегчения кайтов. Это прям сильно видно по всяким мелочам. Тот же кармашек, о котором мы сейчас говорили. Его убрали, ткань стала легче, баллоны сейчас будем сравнивать, но, судя по описанию, тоже диаметр их уменьшили. Сейчас будем смотреть. Я бы сказал, что по качеству отшивки Core это Core, и Core он и останется. Особенно для кайтов качество отшивки великолепное, наверное, является стандартом для большинства производителей. Недостижимым, опять же, для большинства производителей. Ну что, глядя на геометрию кайта, можно увидеть небольшие изменения. То есть ушко стало закручиваться куда агрессивнее. Не знаю, как это лучше сказать правильно. Я бы сказал, просто внутрь. То есть ухо стало острее. Если раньше оно было плавное, почти что боу-формы, сейчас можно посмотреть какие-то задатки, не C-шейпа, но более агрессивная форма добавилась у него. Также, если посмотреть по мелочам, то есть помимо сдувного клапана у нас изменились еще вот эти вот брайды. То есть видно, что коровцы не пожалели денег и добавили свои титаниум стропы уже соответственно, на сам кайт. Они будут более крепкие, более аэродинамичные.
Ну и, соответственно, чуть легче, наверное, но главное здесь все-таки аэродинамика, на мой взгляд. Секундочку, хочу проверить. Ну, стропа на XR8 чуть-чуть длиннее. Чуть-чуть длиннее, но за счет исключительно вот этого хвостика оппозиция узелков осталась без изменений. То есть по факту стропа подлиннее, именно стропа управляющая осталась та же самая. Собственно, при дальнейшем нашем визуальном осмотрении мы заметили, что баллоны у нас немножко сместились будто бы к краям ушей. Соответственно, центральная растроповка тоже у нас сместилась. Значит, те настройки, которые были, возможность настроек, которая была реализована на XR7, значит, 3 узелочка, они на XR8 из 3 узелочков превратились в 3 петельки, что, на мой взгляд, на скорость движения никаким образом не влияет. И изменилась, смотри, сама конфигурация стропы. Да, здесь брайдл пошел прямой, а здесь идет такой вот маленький адаптивный брайдлик. Интересно, 20-сантиметровый. Интересно, его можно менять, например, как вариант каких-то настроек, там, удлинить, укоротить? Ну, зная немцев, скорее всего, можно будет менять каждые запчасти. То есть, если у тебя там, дай бог, один потерялся, растянулся, его можно будет Нет, заменить. то, что их менять можно, это понятно. Я имею в виду вот, менять вот этот хвост на что-то с большей длиной. Ну вот изменения реально, они вот все вот такусенькие, да, и, ну, вероятно, для таких профессионалов, как Антон, это будет иметь какую-то вот разницу там при высоких прыжках, при мегалупах. Может быть, это действительно дает больше контроля за кайтом. Может быть, там, не знаю, еще что-то. Не, ну, если вот брать то, что мы уже увидели, то есть это небольшие облегчения там на ушах, в материале поперечных баллонов, там те же самые лишние кармашки убрали. В совокупе это все даст небольшой бонус, ну, в легкости кайта, соответственно, Light Wind будет нашим всем. Прыгать, наверное, станет стабильней, но это уже на воде будет понятно, да. Но в целом изменения приятные. Видно, что они не используют одни и те же там крышечки на протяжении 10-20 лет, как некоторые бренды делают, а что-то пытаются регулярно менять, адаптировать, улучшать, облегчать, и это однозначно огромный-огромный плюс. Что, откатали на новый десяточки XR. Кайт бомба, ветер хороший, впечатление потрясающее. Что, держит ровно, более шустрый стал. В общем, одно удовольствие. Мои впечатления от кайта положительные, то есть если раньше, ну, нет-нет, люди там спрашивали, покупали, брали эти кайты у меня, и, на мой взгляд, эти кайты подходили либо там совсем начинающим, кто там только начинал кататься, учился прыгать и делал там свои первые прыжки там выше 2, 3, 4, 5 метров. И совсем профикам, которые там уже вылетают на 15-20 метров и там, собственно, успевают пролупить этот кайт. А если учесть, что он не из самых шустрых, то его надо было ускорить. И вот эти вот растроповки, небольшие изменения по шейпу, они точно ему не навредили. Он стал в хорошем смысле злым, более шустрым, под другим углом начал закручиваться на те же самые кайт-лупы. И
Мне понравилось. То есть в данный момент я могу советовать уже не только начинающим и профикам, а еще и вот эта серединка, которая только учится делать кайтлупы, либо, ну, мечтает их попробовать. Ага, вот это мнение Антона. Вот. А на самом деле в свое время у меня чуть-чуть, ну, не то что чуть-чуть, она частично соответствует твоим впечатлениям и твоим, как сказать, твоему ощущению там XR7, да, то есть XR6, XR5, да, XR5 особенно, да, в свое время, на мой взгляд, это был прорывный кайт, который был прям вот офигенным совершенно кроссовером. То есть человек, который научился кататься, да, он дальше получал в руки очень хороший инструмент с хорошими характеристиками, с великолепной тягой кайта, да. Но вот дальше шаг, и, на мой взгляд, XR5 был быстрый. Вот. Потом у меня возникло ощущение, что с каждой моделью, то есть XR6 стал медленнее, чем XR5, XR7 стал еще медленнее, чем XR6, а с XR8 я нарвался на то, что на слабом ветре, прям на предельном ветре, для этого кайта он превращается просто в какую-то мега медленную корову. То есть, с одной стороны, он офигенно висит и падать не хочет. Это большой плюс, потому что вот зачастую, когда проваливается ветер, да, тут же кайт пошел столиться, замотался в стропы. Здесь он висит, он никуда не уходит, он повис, но с места его сдвинуть невозможно. То есть, делая обычный разворот через свич, я пытаюсь его закрутить, я планкой-то его закрутил, но я уже уехал собственно, на инерции уехал за кайт, и после этого такой, ну, наверное, я полечу. Вот, это ощущение, конечно, даже по сравнению, ну, вот, мне показалось, что на слабом ветру он даже стал медленнее семерки. Но, возможно, вместе с этим я прям никоим образом не подвергаю твои слова сомнению, что именно за счет изменения его шейпа на Big Air он стал более злым, более резким. Одно другого не исключает. Ну, вот это вот такое. Выводы делайте сами. На мой взгляд, кайт стал более отзывчивый, начал закручиваться более остро, то есть если раньше он медленно просто переваливался на другой бок, здесь он, видно, прям подворачивается чуть ли не сам под себя. То есть как человек, который постоянно катается на цешках и которому очень сложно переходить на вот такие уже большие гибриды боу-кайта, мне очень понравились эти изменения. То есть бигейрщикам рекомендую, вам можно будет точечнее им управлять, не надо будет его слишком сильно заводить, планка стала отзывчивее. Кстати, вот тоже я не сильно это заметил, но есть мнение у народа, что планка стала тяжелее, но это будем говорить не как минус, а как плюс. Вот эта вот планка с тягой, она позволяет тебе лучше понимать положение кайта. Обратной связи больше появляется. Да. Но это важно. Это же не когда, как там, я не знаю, просто... как какой-нибудь слингшот тебе руки перегружает. Ты же не на фитнес, тут наоборот контроль за кайтом на руке. То есть кайт стал отзывчивее, быстрее начал поворачиваться, проще стало его контролировать. Вкратце как-то так. Смотри, я слышал такое мнение, которое частично подтверждает то, что ты сказал ранее, да? И нам один товарищ, который, предположим, говорит, что он хорошо катается, да, и просто будем считать, что он хорошо катается, он сказал следующее, что, ребята, вы вот сейчас с XR7 ушли на GTS, но, говорит, это не то, вы просто взяли более легкий, более отзывчивый кайт, за счет этого вы получаете кайф, за счет того, что скорость там отклика кайта выше. А вот когда вы вернетесь обратно с GTS на XR7 и вот что-нибудь на нем жбахнете, вот тогда вы будете гигантами и героями. Не, ну, честно, вот я сколько людей учил фристайлу, то есть вот этот вот разрыв, который присутствовал на XR7, когда ты вот просто делаешь первые прыжки и условно там умеешь делать лупы, ну вот этот разрыв, он очень большой, колоссален, там размером с ваш Blue Hole знаменитый. То есть
Первые лупы я бы не советовал бы делать на XR 7, честно. Для этого лучше взять GTS, либо уже новый XR8. То есть это вот моя рекомендация. Очень интересно еще попробовать XR новенький на коротких стропах. Мне кажется, он тогда будет лупить вообще за раз, будет все легко даваться. Слушай, ну планка-то есть, стропы есть, и даже кайт есть. Жалко его, бедного. Да и что с ним будет? Надо меня жалеть. Тебя мы жалеем, мы за тебя все переживаем и болеем. Да. А так, если раньше я советовал всем, кто подходит только к своим первым лупам, вращением с лупами, брать GTS, который очень легко крутится, подхватывает, и ты всегда можешь с любой высоты его докрутить и успеть там под него приземлиться там, без боли в коленках и пояснице, то здесь, я думаю, можно пробовать и даже на новеньком кайте все это делать. Ну, На XR8 тоже. Да, надо пробовать. Традиционное некое коммерческое резюме, поскольку там ты все больше под небесами, а я все больше с кошельками. Кому, коллеги, товарищи, друзья, пригодится XR8? Тот, кто уже катает на XR7, 6, 5 и задумывается о переходе на следующий уровень, но при этом не хочет менять привычный XR на GTS, на оси, на OpenC. Да? Вот. Это модель для них, потому что, как Антон совершенно справедливо сказал, модель позволяет кайтлупить и хорошо себя чувствует в BGE. Все. Да. Да? Да.